Представь себе на мгновение такой случай. Ты моешь голову шампунем, и вдруг капля его случайно попала тебе в глаз. Какими будут твои последующие действия? Конечно же, ты моментально захочешь промыть глаза, ведь шампунь сильно жжет слизистую. А теперь немного изменим условия. Тебе в глаза вливают целую столовую ложку шампуня, а ты при этом не можешь двигаться и смыть его ни водой, ни слезами. Так вот, именно это происходит с подопытными кроликами в лабораториях, где тестируют косметику на животных. Сегодня наша команда хочет немного просветить тебя, что же происходит на косметических фабриках до того, как пустить продукцию на прилавки. Самый распространенный метод опытов над животными в этой сфере так называемый тест Драйза, известный еще с 1940-х годов. Сначала кролику в глаз, под веко, капают испытываемое вещество и ждут, что же произойдет с роговицей глаза. Между прочим, часто это все заканчивается тем, что роговица мутнеет, и глаз животного вовсе перестает функционировать. Если же с роговицей и слизистой глаза ничего драматичного не происходит, тест продолжается. В случае испытания жидкостей время тестирования составляет 24 часа. При этом голову кролика прочно фиксируют с помощью специального воротника, и животное никак не может потереть лапой глаз, в который закапали препарат. Через сутки здоровый глаз сравнивают с тем, в который ввели тестируемое средство. Часто бывает такое, что роговица глаза мутнеет, тогда за животным наблюдают до 21 дня. В случае, если ушастый испытывает адские муки от нанесенного препарата, то его тут же усыпляют. Но и это еще далеко не все. Если тест дал негативные результаты, его продолжают на втором кролике. Когда результаты эксперимента обратимые и незначительные к эксперименту, подключается третье животное. Стоит ли говорить, что в конце тестирования все животные усыпляются, ведь многократное использование одних и тех же особей в таких целях не дает нужных результатов. Также не забудем упомянуть о том, что на кошках, собаках, кроликах, крысах, морских свинках и даже обезьянах тестируются чистящие средства. Сперва живодеры сбривают им шерсть, снимают кожу, а затем втирают испытуемое вещество. Эти опыты приносят животным жуткие и невыразимые страдания, хотя на данный момент существует масса других, альтернативных методов тестирования косметической продукции. Чтоб ты понимал, ежегодно в мире подобным мукам подвергаются в среднем 50-100 миллионов животных, и это они называют гуманными методами. Что можем сделать мы с тобой, чтобы не поддерживать жестокую вивисекцию? Прежде всего нужно пересмотреть все гигиенические, косметические средства, а также парфюмерию, которой ты пользуешься. Если их изготовители не испытывают продукцию на животных, то она находится в так называемом белом или этичном списке. Это значит, что она изготовлена либо только из растительных продуктов, либо тестировалась альтернативными методами без использования животных. Как правило, на ней изображен кролик в кружке, и надпись «Не тестировалась на животных», «Дружелюбный к природе» и подобные. Если такой отметки нет на твоем любимом флакончике, то, скорее всего, эта продукция относится к так называемому черному списку. У тебя волосы на голове дыбом встанут, когда ты узнаешь, что большинство всемирно известных косметических брендов находится именно в этом списке. Пожалуйста, отнесись к проблеме тестирования косметики на животных очень серьезно. Это нужно остановить. Внеси свою лепту в борьбу с бесчеловечными экспериментами над братьями нашими меньшими, срочно поделись этой статьей со всеми друзьями.